Здоров, народ. Потестируем сейчас немножко GoPro 12. Ну, стекло грязное, завтра помою. Руки не дошли. Сейчас куда-нибудь в тень заедем, и все будет красиво. Вот уже. Пока против солнышка выглядит, конечно. Что там случилось? Авария, что ли? Чего они там стоят? Вроде нет. Даже до следующего перекрестка, наверное. Вот. Что хотел-то? Ну, GoPro-шка, почему 12-то появилась? Я уже рассказывал. Там для распаковки. Короче, это у меня-то девятка, ну, 3 года и работает, все без проблем, все круто, хорошо, красиво. Ну, я это... А сейчас в отпуске были, ну. А она, как водоплавающая, она просто, ну, просто супер. Звук, видео, без бокса, без ничего. Ну просто шикардос. Шикардос. Ну, и я ж так вот, потому что я плавал с ней в 21 году. Да, в 20-м я купил, в 21-м плавал в Италии. Вот, и было все хорошо и красиво. Ну и тут же сейчас вот мы тоже, что 2 года прошло. Вот, все это. Я что-то смотрю, что она мне как-то так то выключилась, то включилась там, ну, вернее, выключилась, но я опять включил. А вот не помню, если под водой я включал или на воде, ну, не помню, не суть. Вот, ну, все, пришел, вытащил карту, скачал с нее информацию, все, а на следующий день включать. А она как-то включается странно, пол экрана каких-то оранжевых, пол экрана розовых, половина экрана с верхней стороны низ, вверх там, ну как-то непонятно что. Я ее включаю, она не включается, потом выключается, потом черти что. Потом получилось так, что я ее включил. Она записывала, потом выключилась. Ну, в общем, как-то так непонятно. Ну и потом там остановились мы на 5 минут. И там, где вот кнопка включения в нее, я что-то решил там дунуть туда вовнутрь. Ну и вода вылезла. Ах ты, ёханый бабай. В общем, на кнопке включения она там где-то как-то, то ли трещинка, то ли микротрещинка, то ли что-то, ну непонятно что. В общем, там. Я быстро эту крышку оторвал. Она резиненькая, просто приклеенная там как. Я ее оторвал, аккуратненько, все, она целая. Я микротрещину не нашел. Я так понимаю, там, где была приклеена, там трещина появилась, через которую вода попадала. Вот. Выдал все, ну и с горем пополам как-то так начала она включаться. Все, записывать, все это супер, хорошо, красиво. А я, балбес, забыл. У меня активирована кнопка записи, которая нажимаешь ее, она сразу включает записи и ставит, и все. Это я уже потом сообразил, но было поздно, уже дома. Проверил, и она включается, выключается без проблем. А тут получилось что? Тут я ее включить могу, а вот выключить только нужно батарейку снимать. Поэтому вот не получалось, и я мучился. Потом, как оказалось, когда уже дома проверял файлы, допустим, из 15 файлов один был битый, ну просто не записался. Она пишет по 4 гигабайта, а там было 3,6. Она как бы его не закончила, но продолжала потом дальше писать, как-то все нормально. Вот, и в один день почти, там было 3 серии, ну 3 видео, да, они там по 4 гигабайта, по 8 минут файлики записываются. И тут получилось так, что это... Одно видео не записалось, вернее, записалось без звука. Потом другое видео, ну, серия этих, да, записалась нормально, все как надо. А потом уже целый день, ну, большую его часть записывалась без этого. Записывала без звука. А на следующий день все нормально начало работать. И вот я приехал домой, и все работает, и таймлапс я снял, и видео снял, и все. Ну и послал я ее в сервис. Нашел сервис, который занимается этим. Все, у них там, они выставляют предполагаемую цену. Когда ты эту цену там выставляешь, они сразу понимают, что надо к тебе звонить, или если в эту цену входят, то там занимаются этим вопросом, ремонтируют, тебе потом только присылают, и все. Ну, я 100 баксов написал, вот, терпимо, потому что, ну, дороже уже как бы смысла нет, она стоит уже 350, что ли, или 370. А это стоило 500,
530, что ли. Вот. Полностью все, что у меня было на девятке, полностью все подошло. Все абсолютно. Ну, крепление там похрен, крепление, не 300 лет. А вот батарейка, медиамодуль, потом вот эта вот линза. Но то, что я сейчас вот на ней потестил, ну, не как потестил, вот там дома в руках, пока разобрал, открыл. Так я просто обалдел с этого. Объектив 12 миллиметров, ну просто бомба. Такой угол, я не знаю, надо посмотреть, сколько это в градусах. И потом, потому что медиа вот этот вот, ну не медиамодуль, а вот этот вот линза, которая дополнительная, она, по-моему, 155 градусов. Вот, так надо будет посмотреть эти 12 миллиметров, насколько они это. Я так за головой не помню, есть фотография, это, и там все эти миллиметры. Сколько это градусов? Ну, должно быть много, потому что я дома, когда вот сейчас снимал и попробовал поставить, я просто обалдел. Шикарно снимает. Ну и режимов-то много уже, и плюс они вертикально сделали для шорта. Вот это хочу попробовать завтра таймлапс снять в шортах, ну, в формате этого вертикального для шортиков. Посмотреть, что из этого получится. А так до минутки потом порезать их. Если что-то, ну, если толковое что-то будет. Прикольно. Так что вот поэтому такое было приобретение. Ну или поэтому это приобретение было, чтобы как-то правильно сказать. Вот. А в отпуск она у меня, да, она у меня не выключалась. Она, офигеть, вот я сейчас там подгружаю, доделаю, ну, уже последние там остались. По-моему, еще один переезд у меня остался. И на следующий день уже там потом домой. Ну, она что-то, когда я батарейку вытаскивал, все, полностью вырубал. Так-то она у меня все время с батарейкой, а тут надо было батарейку вытащить, все. И когда была без батарейки, у нее памяти, наверное, не хватало своей какой-то внутренней, не знаю, не могу объяснить, у нее сбивалась дата. Вот, а может сразу сбивалась, может через 5 минут, ну, как у конденсатора емкость работала. Вот, так это. Что хотел сказать? Открываю, а там у меня 16-й год или 15-й год, 1 января 15-го года, думаю, охренеть. Ну что-то, ну какая-то такая, ну, нереальная дата, я такой, нифига себе, и лук в мешок. Прикольно. Ой. Так что вот так, ребятки. Поэтому вот. А так, да, так отработала без проблем, все красиво, все это. Ну, теперь это у меня уже второй опыт. Первый опыт у меня был с инстой печальный. Там тоже попала вода. Но тоже производитель заявляет, что без этого не нужен аквабокс до глубины. До глубины это 10 метров. Но я там и на 10 метрах-то не был. Но тем не менее, в отсек батарейный, и там, ну а там же и карта памяти, и батарейный отсек, попала вода. Не то, что там ручьем она текла, нет. Я когда батарейку вытащил, там просто была капелька воды. И что перестал? Все работало, все. Перестал работать только дисплей наружный. Но там не нужен, там его вообще нету. Вот, но все равно послал в сервис. 2 месяца камере было. Но я сделал хитро. Я сначала снял все свои такие вот съемки, которые мне нужны были. И там, по-моему, за день или за два я вот это рискнул. Я так и думал, думаю, рискну аж потом, когда уже все сниму, все попробую, и только потом. Ну, так вот и получилось. Я ее сразу, правда, и высушил, достал, там жара такая, 40 градусов была, на кирпич раскаленный положил, там все, но не помогло. И вода пресная и соленая. Вот в этом случае соленая, тут уже сложнее.
думаю, что это... Ну, как думаешь, что ну, уже все. И главное тоже работает, только вот... И переключать этот дисплей, все, вот проблема с включением. Тяжело я стало включать. И, ну и выключать. Все, не выключишь. А один раз у меня получилось, и то я, наверное, там мучился долго, что выключил ее. И я когда приехал, я еще вот этим вот спиртом специальным, я не знаю, из-за пропилен, как-то он там называется, умное слово такое. Я промыл ее, прочистил, все там, искупал чуть ли не в этом, но еще не помогло. Поэтому ладно. Старушку это. Я когда, помню, ее покупал, ну, я имел в виду, что эту старушку пусть еще поработает. Когда я покупал, так у одного там, коллеги на работе, у него еще двойка была. Это уже девятка, да, была у меня. Ну, я покупал девятку новую, а у него двойка. И вот он это... Он работает, все это. Ну, я что? Ну, а отпуск. Отпуск. Отпуск мы первый раз попробовали. Автодомом поехать. Потому что было... Ну, было такое желание, когда вот прошлые... Ну, когда вот мы в Италии были, и вот надо куда-то поехать. Ну, а что, все равно вот, там проедешь 300 километров. Ну, и возвращаться надо. И в этом мы были, когда в Словакии, там тоже мы жили от Спишского града, вот этот, ну, самый знаменитый он, там, красивый, конечно, там развалины, но сохранились все внешние стены, и там его площадь, ну там просто нереально. Вот красивый. 260 километров. Вот отель у нас был от него. Мы там объездили все замки в окрестностях, которые были. Ну, а это такая доминантная, давай поедем. И вот когда мы были в Италии, тоже мы ездили на перевал Италии и Швейцарии, Монтесплуга. Я не помню, сколько километров, но это там мимо Милана мы ехали, потом озеро Кома. Вот, там это все происходило. Ну и туда же, Монтесплугу. Ну а туда добираться это жесть. Там этот серпантин, ну просто жесть. Вот, ну и туда мы приехали, все, ну а там что, блин, ну, в Швейцарии еще спустились вниз туда, да. Побыли мы там часик и назад. Ну, а там можно было бы побыть и дольше. Правда, там особо-то ничего нет. Камни там. Ну, можно было. И ладно, там остановился, и все, блин. И вот ты там спишь. И вот у нас такая идея возникла. Давай попробуем. Ну, попробуем. Первый раз. Вот. Так учились, пробовали все. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Но в любом случае плюсов больше. Просто теперь про эти минусы знаем, какие, что нас ждет. Мы же так, спонтанно сели, поехали. У нас ни плана не было, ничего. Война план покажет. Вот. И это... И вот мы так ломанулись, узнали все минусы, набили шишки на этих минусах. Теперь все это узнали, как чего. Ну и вот планируем в следующем году опять поехать. Еще раз попробуем, уже элиминуем эти минусы, чтобы их не было. Ну, как будем знать, какие это, хотя это другая страна будет. Ну, другие страны вообще не то, что другая. Вот. Поэтому... Поэтому попробуем, учтем эти все минусы, посмотрим, что из этого получится. Но это у нас будет вот этот городок на границе, начинаем мы, планируем, граница Бельгии и Голландии.
там где-то городок, через который границы все проходят. Через кафе, через дома, там немножко это, с него начать. А потом спускаемся вдоль побережья, выезжаем на пляж, там, где Нормандия была, вот это вот, там, где была высадка, вот это все в следующем же году, это 80 лет. Ну, они там будет 6 июля, нет, мы поедем мимо всего, не в сезон. И это, и потом спускаемся так потихонечку, аж до Сен-Мишеля. И от Сен-Мишеля уже потихонечку в сторону дома. Вот, да. 15 дней у нас будет. 15 дней мы поедем. Попробуем. А потом, если это все получится, можем, то это... То хотелось бы повторить Норвегию. Но именно вот автодомом. Не с экскурсиями там все, а вот именно автодомом. Потому что Норвегия это просто шикарно все там. Хочется вот именно там стал, где захотел все это. Природа, блин, буйство, такое буйство красок, блин, не передать. Такую зеленую траву, блин, я не видел нигде. Это просто что-то с чем-то. Небо такое всегда. Ну вот мы там были сколько? Мы были 10 или 11 дней. Солнце было раза 2 или 3, не больше. Ну и мы были в июне, и там уже, блин, 9 часов темно, да, там 9 уже темно, а там еще 10 еще светло было. Классно. Ну, а водопады это. Сила водопадов, воды, блин. Там воды, там, блин. Просто бомба. Норвегию бы хотелось еще. Да. Может и Финляндию тоже. Ну, подумаем. В общем, мы посмотрим, как у нас получится с этим, если действительно это наш, или нам это подходит, или нам нравится. Хотя вот мы проехали сколько? 4222 километра. Ну вот на 14 дней разделить это 300 километров, да? 300 километров каждый день. А это вот. Это серьезный такой. А имейте в виду, это 300 километров, ты же не едешь со скоростью 120. Если, не, ну можешь ехать, но она жрет тогда как локомотив. Я ж попробовал, я с Праги ехали, мы до австрийской границы ехали, я такой, ну перед Австрией, чтобы заправиться, ну как, раз, и вышло 15 литров на 100 километров, говорю, надо тормозить. Костик. Ну это... И потом 90 километров в час, все, больше я не ехал. Ну а там, когда попадаешь, потом уже где-то остановился, где-то перекусил, где-то попел, где-то там еще что-то. И все. Средняя скорость 50 км в час. Вот, получается, если 300 км в час, 300 км каждый день, какой час, что я имею. То вот получается вы 6 часов. Ну это так, ну 4 часа. 6-4 каждый день.
А это как бы много получилось. Ну, понятно, что мы первый день топили, мы в 12 выехали, и ночью мы остановились, там переночевали. Сколько мы там, в 4 вставали, где-то часов 8 или в 9 мы легли, но 5 часов мы поспали. И потом еще в 5 мы выехали, еще 4 часа ехали. Получается, 8 от 12 часов. Ну, считайте, что мы на один запряг 12 часов. И домой, когда же ехали, так же само. Тоже целый день. Там 800 километров было, но мы за целый день проехали 500 километров. И это... И что хотел-то? А, и потом доезжали мы 300 километров. Так что такое путешествие было. Но какой огромный плюс вот в этом путешествии именно автодомом. То, что там вы там остановились, где-то это такое, ладно, это понятно. Но когда убираем с навигации магистралей, что вам не тупо нужно переехать с точки А в точку Б, а едете ну, или первого класса дорогой, или это как его, второстепенными там какими-то, все. Столько вещей находите, которые ну, просто нецелесообразно, допустим, на экскурсии туда ехать или это, потому что она сильно, она небольшая, это местопримечательность. Вот. Ради там полчаса-часа туда ехать нет смысла. Вот мы были в таком, ну, городок, ну, если кто был в Ческом Крумлове, так вот Ческий Крумлов отдыхает. Ческий Крумлов отдыхает по сравнению с этим, как его, с этим городком. Он еще со времен Римской империи, блин, ну просто шикардос. Просто бомба. Других слов нету. И то, там вот если его обойти, ну полчаса. А если ну, а с фото и с видео, если там поснимать на телефон или по фото, я не знаю, ну час-полтора. Но мы, правда, возвращались, раз пошли, обошли, а потом еще раз возвращались. Ну, просто бомба. Вот. Потом нашли мы, ну, там вообще рай. Называется мост на Крупи. Вот. Да, в Хорватии река Крупи, и вот на ней мост. Ну, мост, блин, я не знаю, у меня в башке не укладывается. Вот. Во-первых, вы когда туда подъезжаете, вы на скалах находитесь, наверху, да, а спускаться туда 20 минут, написано 20 минут, ну да фиг там. Полчаса, 25 аж полчаса. Вот. И это... Что хотел-то? А вот когда вы туда спускаетесь, ну, там получается рай. Водопадики, озерки, деревца, ну это просто что-то. Но смысл, вот, я говорю, я уже говорил, надо почитать, все руки не дадут. Я там читал, ну, нереально там что-то понять. Ну, в общем, читал. Короче, смысл моста, он арочный мост небольшой. Вот там, я не знаю, там, наверное, метр от воды идет, да, и потом до него вот арки, как обычные, везде арки вот эти. Но прикол в том, что этот мост, он камнями просто, вот, я так понимаю, две стены слева-справа выложены, а внутренности просто засыпаны булыжником разными камнями. Ну, не булыжником именно, а камнями всякими разными. Они живые, они ничем не закреплены. И только арки на цементе там или на бетоне, не знаю, только арки еще на чем-то держатся. Но, и допустим, там 3 метра мост, потом вот эта арка, потом там метр она, потом опять 3 метра мост, потом опять арка, там арок штук 6, 7, 8, я не знаю сколько. И вы когда переходите на другую берег или сторону, все, там пятачок, я не знаю, там 10 на 10 метров и все. Че? Смысл этого моста я таки не понял. Вот, это даже хотелось бы почитать, чтобы понять, что оно такое.
Ну и вот я говорю, что вот тоже вот ехали мы совершенно спонтанно, попали на смотровую площадку, вот. А там вот этот билборд был и вот этот мост. Говорю, поехали, поехали. Ну, до моста мы там 7 километров ехали. А там дальше был потом еще монастырь, потом еще одни водопады. Но уже мы ехали на парковку. Там искать уже было это. Ай, и это, не по фэншую. Поэтому мы там уже все сказали хорош. И так что вот такая вот прелесть. Или в этом заключается прелесть автодома. Такие вещи находишь. Ну и много всего, чего посмотрели. Это, можно, конечно, было и больше, но вот, я говорю, это первый опыт. Теперь мы знаем, что нас ждет, и как будем к этому готовы, к этому опыту отрицательному. Так что вот так, ребят, так вкратце, просто так, чтобы не это, не молчать, это поснимать, посмотреть, потестировать камеру, не молчать так. Заодно и звук проверим, да, как пишет. О, медиамодуль шикарен. Пишет, он шикарен. Так. Приехали мы. Ой. Нам надо вот сюда.